Два канадских рыбака, Джон и Майк, родом из завораживающей провинции Онтарио, уже много лет мечтали о рыбалке на одном из живописных озер, расположенных в сердце канадской дикой природы. Они планировали выловить на этот раз множество окуней, щук или судаков, чтобы насладиться не только увлекательным процессом, но и вкусным, свежеприготовленным ужином на природе. Наконец, настал тот самый день. Яркое маячное солнце весело светило на небосводе, наполняя водоем светом и теплом. Уровень их радости был на пределе. Это был отличный день для рыбалки. Друзья забрались в свою небольшую лодку с необходимым оборудованием, тщательно подготовленным для увлекательного дня. Разложив удочки, они отправились к тихим местам у берега, где, по их предположениям, рыбы могли быть особенно активными. Легкий ветерок играл с их волосами, а белоснежные облака не спеша плыли по синему небу. Мир вокруг них казался идеальным, настоящая бесконечность природы, полная возможностей и приключений. Вскоре они начали ловить рыбу, и в их удочках оказались несколько неплохих экземпляров, которых они радостно отпускали обратно в воду, чтобы продолжить искать более крупных трофеев. Однако, когда они наслаждались ловлей, внезапно из воды раздался странный звук, который заставил их насторожиться. Сначала звук показался им неясным, то ли это был плач, то ли хныканье. Поднявшись на веслах и наклонившись, чтобы лучше рассмотреть ситуацию, они начали осматриваться. Все это время глаза Джона метались по всей поверхности воды, пока, наконец, их взором не предстала удивительная картина. На берегу, в панике, бродила лосиха, отчаянно пытая своим хоботом поднять своего детеныша, который барахтался в воде. Он не мог выбраться, а берег имел слишком крутые склоны, что затрудняло его попытки подняться. В этот момент рыбаки поняли, что оба они пришли на водопой, но малютка-лосинок, не рассчитав своих сил, был в опасной ситуации. Лосиха, не находя выхода, издавала звуки, полные боли и тревоги. Поначалу Джон и Майк решили не вмешиваться в эту историю, дозволив природе развернуться своим чередом. Мужчины рассудили, что взрослое животное справится со спасением своего детеныша. Более того, они знали, что лосихи, как и многие другие матери, известны своей жесткой защитой потомства. Они агрессивно реагируют на любые попытки посторонних помочь. Поэтому они отошли на безопасное расстояние и начали снова заниматься рыбалкой, стараясь не думать о том, что происходит с малышом. Однако время шло. Именно так, подружка. Время нередко шепчет нам, подсказывая, что мы должны быть внимательными к окружающему нас миру. Прошел целый час, а мысли о маленьком лосинке, попавшем в беду, не покидали Джона и Майка. С каждым ударом весла в воде их чувства все больше угнетали, пока, наконец, они не переглянулись и не приняли решение вновь подойти к берегу, чтобы удостовериться в состоянии малыша. Когда они снова прибыли на место, их тревоги оправдались. Лосинок продолжал барахтаться, неуклюже стараясь выбраться, но его мама пропала без вести, словно растворилась в растительности. Возможно, настанет момент, когда лосиха вернется, но сейчас эта мысль лишь усиливала их беспокойство. Не понимая, что побудило лосиху оставить своего ребенка в такой смертельной переделке, Джон и Майк быстро поняли, что теперь у лосинка вся надежда только на них. Не просто было приближаться к беззащитному существу, зная, что его мама может в любой момент явиться и проявить агрессию. Они старались действовать осторожно и с уважением, чтобы не напугать малыша, медленно продвигаясь к его месту. Но когда они начали двигаться к лосинку, тот, испугавшись, откатился в воду, замерев. Все поняли, что это момент, когда они должны продемонстрировать свою добрую волю, чтобы завоевать его доверие. С учетом того, что чувства владели этим маленьким созданием, рыбакам нужно было действовать быстро. Работая в унисон, они подхватили детеныша и, несмотря на его сопротивление, вошли в лодку. Как только лосенок оказался среди них, его сердце стучало так, будто он намеревался вырваться из груди от страха и отчаяния. Если бы они задержались, лосенок, вероятно, сдался бы и утонул. С его спасением к ним пришло не только облегчение, но и волна ответственности.
Малыш был почти без сил, и даже когда рыбаки перенесли его на берег, он просто повалился, не желая вставать. Джон и Майк молча смотрели на него, не зная, что делать дальше. Мама лосиха так и не вернулась, и оба рыбака не хотели оставлять маленького существа одного, понимая, что оно может погибнуть без заботы взрослого. Хотя они и не хотели брать его с собой, они понимали, что эта ситуация требует четкого решения. Прошло несколько напряженных минут, во время которых рыбаки пытались найти наилучший выход. В их головах всплывали разные идеи. Как бы лучше помочь этому крошечному животному, как оно может справиться с нуждами без своей матери? Среди ряда вопросов возникают и более практичные. Каковы шансы на выживание лосенка? Останется ли он жив, если они просто оставят его? В конечном счете, когда они уже начали терять надежду и были готовы действовать спонтанно, счастье пришло к ним. По диагонали врага размеканилось из-за деревьев. Лосиха, вновь появившись на горизонте, беспокойно вышла на вид, не ожидая, чтобы пройти мимо рыболовов. Она нарисовала картину любви и привязанности, когда позвала своего детеныша. Лосенок, настороженно обдумывая, собирался с силами, поднялся на ноги и, слегка покачиваясь, направился на зов своей мамы. В этот момент сердца рыбарей переполнились радостью, но в то же время они волновались о том, что может последовать дальше. Взрослое животное явно ничего не знало о том, что рыбалка велась и как мужчины пытались помочь ее детенышу. Как в кино, все произошло быстро. Друзья чувствовали, как их поступок мог быть неверно понят. Они пытались осторожно отступить, чтобы дать новое дыхание ситуации. Лосенок, уткнувшись в лосиху, словно нашел то самое спокойствие. Уверенность, иссякающая в младшем, вновь вернула себя с матерью. Хотя взрослое животное не пошло на благодарность, оба рыбака чувствовали, что их деяние было правильным, и хотя в душе они были немного испуганы, их озаряли воспоминания о спасении жизни. На обратном пути к лодке с небольшими трофеями они обсуждали пережитое. «Сложно поверить, что мы вчера просто мечтали о рыбалке, а сегодня стали героями», улыбаясь, говорил Майк. Джон кивнул. «Да, не каждый день увидишь такое, правда?» Каждый из них ощущал особую связь с этой дикой природой, как будто их сердца были переплетены с этой лосихой и ее детенышем. Эта рыбалка стала больше, чем просто спортивное занятие. Это был урок о взаимопомощи и о том, что иногда самый хороший улов — это не рыба, а дружба, помогающая в любое время. Когда они вернулись в город, Джон и Майк делились своими впечатлениями с другими. Местная газета даже вышла с заметкой о них, описывая их как двух рыбаков, ставших спасателями. Эта новость распространилась как лесной пожар, и мужчины ощутили, что их поступок заслуживает признания и понимания. Они начали понимать, что их невидимое влияние на природу и окружение важнее всего, что они могли бы ожидать. Что ж, теперь мы не просто рыбаки, мы — хранители дикой среды. Еле-еле успокаивая свои эмоции, произнесло Майк. Тем не менее, сама идея избавления от жизни природы уже прижилась в их сердцах. В любом случае, это был опыт, который они никогда не забудут. Поразительные события только начинали открываться перед ними. Желание вернуться на это озеро зародилось и крепло день за днем. Они уже мечтали о том, как вернуться в следующий раз, вооружившись новыми знаниями и уважением к жизни, что окружает их. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также не забудьте подписаться на наш канал, где вы найдете еще много интересного, вдохновляющего и познавательного. Природа полна удивительных историй, которые ждут, чтобы их рассказали.